Привет, друзья! Скоро Пасха, и я решила украсить свои куличи цветным безе. Хочу в этом видео показать, как можно сделать простой и красивый декор. Безе я буду готовить на швейцарской меренге. Оно всегда получается по текстуре сухое, не липнет к рукам, и с ним получается четкий красивый рельеф при отсаживании из кондитерских трубочек. Вся посуда и инвентарь для приготовления безе должна быть чистой и сухой. Также можно дополнительно ее обезжирить, протерев ломтиком лимона или салфеткой с водкой. Важно очень аккуратно отделить белок, чтобы желток не попал в белковую массу, иначе она будет плохо взбиваться. В миску выливаю белки и всыпаю сахар. Ставлю миску на кастрюлю, довожу воду до кипения, уменьшаю нагрев до среднего и постоянно помешиваю венчиком белок и сахар. Это нужно для того, чтобы белки по краям миски не перегрелись. Обратите внимание, вода не должна касаться миски. Нагрев миски происходит за счет пара. Если миска сильно перегреется, белки свернутся, масса будет испорчена. Проверяя готовность массы, крупинки сахара должны раствориться. Переливаю белки в чашу для взбивания и всыпаю лимонную кислоту. Кислота способствует связыванию белковых клеток, благодаря чему белок быстрее взбивается и становится более устойчивым и однородным. Сразу же начинаю взбивать массу, сначала на низких оборотах, а затем буду постепенно повышать скорость взбивания. Только в этом случае пузырьки воздуха в безе будут максимально одинакового размера, а это гарантия качественного результата. Общее время взбивания зависит от мощности миксера. Я обычно взбиваю 10-12 минут. Ориентируюсь на текстуру безе. Масса становится плотной, однородной, глянцевой, хорошо держит форму. Посмотрите, какие устойчивые жесткие пики. Для стабильности меренги в конце взбивания всыпаю сахарную пудру и перемешиваю массу еще 2-3 минуты. Я окрасила меренгу пищевыми красителями и переложила в кондитерские мешки с фигурными насадками. Отсаживаю меренгу на силиконовый коврик. Так она хорошо пропечется и будет хорошо сниматься после выпечки. Также можно использовать силиконизированный пергамент. Я хочу сделать декор разной формы и размера. Посыпаю безе декоративными посыпками, но будьте внимательны, не все посыпки подходят для выпечки. Например, шоколадные посыпки расплавятся. Время сушки зависит от размера безе. Мои безе я буду сушить 2-2,5 часа при температуре 90 градусов, но в любом случае ориентируйтесь на свою духовку. Слишком высокая температура подпечет безе и даст ему коричневый оттенок. Я сушу безе с приоткрытой дверцей, чтобы лишняя влага уходила. И еще я заметила, что при таком способе сушки на безе практически нет трещин. Я помещаю между дверцей деревянную лопатку, и получается небольшая щелочка. После окончания выпечки лучше оставить безе в духовке до полного остывания. Готовое безе хорошо отходит от коврика, не липнет к рукам и полностью внутри пропеченное. Вот такой красивый и очень нарядный декор у меня получился. Надеюсь, вам понравился мой рецепт. А если хотите узнавать еще больше интересных рецептов, подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик.